Привет, друзья! С вами Анна Тюмерова. Этот мастер-класс посвящен предстоящему событию 8 марта, и мы будем с вами делать композицию с цифрой 8. Как ее сделать, смотрите в этом видео, обязательно ставьте лайки, пишите мне свои восхищения, свою критику под этим видео и делайте эти композиции вместе со мной. Думаю, такими композициями вы порадуете своих родных и близких на Международный женский день, порадуете учителей, воспитателей, кому бы вы их ни делали, они всем понравятся. Такие восьмерочки можно делать в разной цветовой гамме, можно брать разные сизали, можно брать разные цветы и разные оттенки гофрированной бумаги. В любом случае у вас композиция получится шикарной. Сегодня мне материалов понадобится не очень много. И один из таких материалов это вот такая зеленая сизаль. Именно ее я буду брать для того, чтобы делать цифру 8. Декорировать эту восьмерку я буду теми цветами, которые мы с вами уже делали на мастер-классах. Один из них это вот такие беленькие цветочки из гофрированной бумаги. Все ссылочки на цветы, на мастер-классы вы обязательно найдете в описании к этому видео, поэтому заглядывайте туда. И в правом верхнем углу я тоже вам оставлю некоторые ссылочки. Можете часть мастер-классов посмотреть по этим ссылкам. Первое я беру вот такие вот белые цветы. Их нам нужно будет 5 штук. И еще нам нужна будет вот такая красивая роза. Я беру красно-бордового цвета, вы можете взять абсолютно любого оттенка, который вы хотите. Мне очень нравятся такие красно-бордовые оттенки и сочетание с зеленым цветом, с белыми цветами. Мне кажется, это изумительное сочетание, поэтому я буду брать именно ее. Для изготовления композиции мне нужна проволока. Я беру вот такую проволоку флористическую толщиной 0,5 мм. Вы же можете взять любую проволоку, даже какой-то обычный провод для электричества нам тоже подойдет. Поэтому проволоку, которую вы найдете, ту и берите. Проволока нам нужна 55 см длиной. У меня она всего лишь 40, поэтому я беру 2 и буду их удлинять. Для основы я беру кусочек пеноплекса, он у меня толщиной 2 см и ширина каждой стороны по 5 см. Вот такой квадратик я беру для того, чтобы сделать основу для композиции. Основу можно сделать круглой, овальной, любой формы, которую вам хочется. Но я думаю, тут не стоит сильно на это делать акцент. Нам достаточно просто такого квадратика для того, чтобы сделать основу. Под цвет моего цветочка я выбрала вот такую атласную ленту, она у меня шириной 1 см. Можно взять и любого цвета другого, который сочетается с бордовым цветом в данном случае, в моем случае, да. Если вдруг у вас нет ленты, которая сочетается с цветом цветочка, то можно взять зеленую нейтрального по цвету ленточку для данной композиции. Также мне нужен будет узкий скотч. Фунтики я буду делать сегодня из фетра. Он больше всего подходит для данной композиции. Мне нужно взять что-то такое, что менее прозрачное. Поэтому органза, если у вас есть органза, она не совсем подойдет. Берите фетр, либо какую-нибудь пленочку. Я выбрала вот такой фетр, достаточно спокойного цвета, он не такой прозрачный и прекрасно подойдет. Плюс гофрированную бумагу я выбрала нейтральную, тоже по цвету, болотного зеленого цвета. Из инструментов мне пригодится сегодня ножницы, кусачки и термопистолет. Начинаю делать восьмерку, для этого беру 2 проволоки и соединяю их друг с другом так, чтобы длина проволоки общей получилась 55 сантиметров. Напоминаю, что вы можете готовую проволоку взять просто такой длины. Соединяю эти 2 проволоки при помощи узкого скотча. Это проще всего и быстрее всего. Просто обматываю их скотчем, это делается просто, легко и не требует никаких особых усилий. Итак, я удлинила проволоку и сделала ее длиной 55 сантиметров. Теперь я беру сизаль, проволоку и термопистолет. Далее раскладываю сизаль вдоль проволоки, при том, что слежу за тем, чтобы она получалась таким слоем, которое при скручивании дает не больше полсантиметра толщиной. Для этого мы можем проверить, скрутить ее пальчиками и посмотреть, какой толщины она у нас получается. Если она нас устраивает, то оставляем примерно такой толщины эту сизаль, раскладывая ее вдоль всей проволоки. После этого я начинаю приклеивать ее проволокой. Конец сизали я загибаю вовнутрь для того, чтобы сделать аккуратное начало. Главное, чтобы сизаль у нас распределилась по всей длине одинаковой толщины, поэтому за этим мы обязательно следим. Теперь я беру саму проволоку и, отходя 2 см от самого края, наношу термоклей. К этому термоклею я приклеиваю сизаль. И теперь эту сизаль начинаю закручивать на проволоку. И здесь очень важный момент зафиксировать на определенное время в таком положении сизаль на проволоке, чтобы клей успел застыть. В этом случае сизаль будет хорошо держаться. Клей не перегреваем, чтобы он был не горячий, а просто теплый. И теперь этот клей наношу дальше на проволоку и продолжаю закручивать сизаль на эту проволоку.
так до самого конца я обматываю проволоку сизалью, фиксирую это все на термоклей. Когда мы приклеиваем сизаль к проволоке, следим за тем, чтобы не было сильной ворсистости, чтобы не было никаких сильно торчащих волосков, чтобы все эти волоски сизали были приклеены к проволоке. В этом случае ваша восьмерочка получится более аккуратной. В самом конце оставляем 2 см проволоки, и не доходя до края, я отрезаю сизаль и приклеиваю ее при помощи термоклея к самой проволоке. И у нас получается вот такая проволока, обернутая сизалью. Если где-то остались небольшие торчащие волоски, их можно слегка подрезать ножницами. Но напоминаю, если их слишком много, то лучше их зафиксировать дополнительно клеем, иначе сизаль у вас будет распускаться. Теперь беру эту проволоку и загибаю ее таким образом, чтобы снизу концы были на одном уровне. Сверху я формирую красивый полукруг, перекрещиваю два конца друг с другом. Формирую такую форму восьмерки, которая бы меня устроила и которая мне больше всего нравится по внешнему виду. Для того, чтобы склеить это перекрещивание, я капаю туда капельку клея и приклеиваю две стороны друг на друга. После этого я плотненько прижимаю пальчиками, держу какое-то время, чтобы сизаль лучше всего зафиксировался друг с другом, наиболее плотно, насколько это возможно. Так перекрещивание будет лучше держаться. Верхушка восьмерки у нас готова, теперь формируем нижнюю часть восьмерки. Закруглила одну сторону и точно так же я загибаю вторую сторону. И благодаря тому, что у нас в основе проволока, мы форму восьмерки можем делать абсолютно любую, какая нам нравится. И у нас получается вот такая восьмерка, которую мы будем использовать в нашей композиции. Теперь эту восьмерку откладываем в сторону и берем кусочек пеноплекса. Для работы с этой основой нам нужен будет еще фетр, поэтому я беру фетр и отрезаю его квадратиком 15 на 15 сантиметров. Теперь я беру основу и вставляю ее в фетр, так чтобы углы фетра были вдоль стороны моей основы. С краю основы наношу термоклей и приклеиваю фетр к этой основе. Снизу я не приклеиваю. Мне важно приклеить по краям, немножко натягивая фетр, тогда снизу основа у нас будет абсолютно ровной. Так я склеиваю каждую сторону фетром. И у меня получается сейчас вот такая основа. Ее мы сейчас будем декорировать ленточкой. Наношу термоклей по краю основы и приклеиваю туда ленту. И так в круговую полностью я обклеиваю всю основу красной лентой. Конец я тоже фиксирую на термоклей и лишнюю ленту отрезаю. И сейчас у нас получается вот такая основа. Снизу абсолютно ровная, по краю обклеенная ленточкой, а сверху у нас будет вот такая абсолютно не обклеенная ничем основа. Она у нас закроется фунтиками и цветами, и ее не будет видно. Специально не стала ее обклеивать, чтобы удобнее было вставлять цветочек. Дальше я беру ту восьмерку, которую я приготовила, и ее буду вставлять в эту основу. И для того, чтобы ее лучше было вставить, не только саму проволоку, но и ту часть проволоки, где есть сизаль, для того, чтобы она лучше держалась, я беру шпажку и этой шпажкой с двух сторон основу протыкаю, формирую отверстие для восьмерки. Капаю в это отверстие термоклей и туда вставляю одну часть восьмерки. При том, что просовываю туда не только проволоку, но и часть проволоки с сизалью тоже. То же самое делаю с другой стороны. Наношу термоклей и вставляю вторую часть восьмерки, аккуратненько просовывая вместе с сизалью. Когда мы вставляем две части восьмерки, следим за тем, чтобы восьмерка у нас получалась ровная. И у нас получается вот такая основа с циферкой 8 для нашей композиции. Это базовая основа, которую можно украшать абсолютно любыми цветами, которые вы хотите. Сюда можно вставлять и розы, и ландыши, и какие-то подснежники, тюльпаны, все, что вы хотите. И таким образом задекорировать эту восьмерку. Это будет очень красиво. Я же решила сделать эту восьмерку с одним цветком розы. Для этого мне нужно еще сделать фунтики, для того, чтобы заполнить пространство между цветами. И фунтики я буду делать из того же самого фетра, которым оборачивала основу. Для этого я отрезаю фетр на квадратике 12 на 12 сантиметров. Далее я беру цветок, и этот цветок мне нужно обклеить фунтиками. Для этого я беру тот квадратик фетра, который я приготовила, вкладываю его вот таким образом, наношу термоклей и приклеиваю вокруг цветочка. Для того, чтобы он был немножко воздушный, я решила приклеить не один фунтик, а целых два, друг напротив друга. Лишнюю длину проволоки я убираю, нам не нужна слишком длинная, потому что основа у нас не толстая, и поэтому стебель цветочка тоже должен быть не слишком длинным.
На этот стебель теперь наношу термоклей и вставляю наш цветочек в основу, при том, что вставляю его дальше середины, ближе к задней стенке основы. И уже, смотрите, очень красиво смотрится. Эту композицию можно даже оставить с одним цветочком, добавить немножко зелени, и будет уже красиво. Я же решила еще немножко украсить цветами. Их я тоже буду вставлять вокруг этого цветочка. Но до того, как я буду вставлять эти цветы, мне нужно сделать фунтики. Поэтому я делаю фунтики и расставляю эти фунтики вокруг цветка. Закрываю всю основу, которая у нас виднеется. Не должно виднеться никакой основы. И сейчас у нас уже получается вот такая восьмерка с цветочком, обклеенная фунтиками со всех сторон. И теперь я беру белые цветочки, которые мы с вами тоже делали совсем недавно. На кончик проволоки наношу термоклей и приклеиваю эти цветочки в круговую вокруг нашей розы. Расставлять эти цветочки можно абсолютно по-разному. Куда вам больше хочется их поставить, я решила поставить в круговую вокруг самого цветка. Этой композиции осталось добавить всего лишь листочки. Листья я буду делать из гофрированной бумаги зеленого цвета. Для этого я беру бумагу и отрезаю заготовочки, равные 7,5 см на 1,5 см. Накладываю эти заготовки друг на друга, так процесс пойдет гораздо быстрее, и вырезаю из них листочки. После этого растягиваю их пальчиками, и получаются вот такие красивые листочки. Этими листьями и будем декорировать нашу композицию. Итак, я, нанося термоклей на каждый листочек, обклеиваю композицию этими листьями. Если вам необходимо сделать листочек немножко покороче, просто отрезайте начало листочка, и он у вас будет покороче. И после того, как я расставила все листочки по композиции, мне хочется задекорировать саму цифру 8. Ее я буду декорировать маленьким бантиком. Для этого из атласной ленты красного цвета я делаю маленький бантик. Шириной он у меня 5 сантиметров. И приклеиваю этот бантик к циферке 8 наверху. И вот и все. Наша восьмерка с цветочками готова. Вот такая композиция у нас получается на 8 марта. Делается быстро, легко и очень эффектно смотрится в результате. Ставьте лайки этому видео, делитесь этим видео со своими друзьями и обязательно делайте такие композиции сами на 8 марта. Думаю, они обязательно понравятся вашим знакомым, именно тем, для кого вы их будете делать. Я же с вами прощаюсь. На этом наш мастер-класс подходит к концу. До встречи в следующих видео мастер-классах. С вами была Анна Тюмерова. Всем пока-пока.